Всем отличной субботы. Давайте посмотрим на новой колоде. Что хочет ваша душа сейчас? Что хочет ваша душа сейчас? Душа, пятерка жезлов, да? Душа хочет борьбы, зрелищ и так далее. Нет, ваша душа, возможно, здесь по-разному можно читать. Если это, например, касается профессиональной сферы, то, возможно, ваша душа желает какой-то вот конкуренции, соревнования, да, то есть ощутить себя вовлеченной в какой-то процесс заинтересованности, да, то есть здесь есть борьба, но это борьба в позитивном ключе, да, вот как именно соревнование. Возможно, душа хочет какого-то такого мозгового штурма касательно какой-то конкретной темы, да, вот прям набросать разные идеи для того, чтобы потом ее как-то решить, то есть увидеть что-то, какой-то активности. Активности она хочет. Какой конкретно активности желает ваша душа? Активность, которая вот будет приносить вам удовольствие. Поэтому я и говорю, здесь какое-то соревнование по сравнению с кем-то, по отношению к кому-то, но соревнование в хорошем ключе, да, то есть которое бы вас как-то подстегало, либо замотивировало на какие-то действия, да, то есть то, что бы дало вам состояние, ощущения вот жизни, что ли, жизнь в удовольствие. Еще что хочет ваша душа? Ну, хочет, чтобы вы не впадали вот в это состояние отшельника, то есть не закрывались от мира. Ей хочется жизни, ей хочется взаимодействия в социуме. Возможно, какого-то общения, но здесь не просто с кем попало, а здесь должен быть интерес. То есть вы должны окружать себя людьми, равными вам, я не знаю, по интеллекту, по интересам, да, чтобы вот как-то общаться с ними, обмениваться информацией и тем самым обогащать себя, включая какую-то мотивацию. То есть чтобы это вот общение, оно порождало какой-то, не знаю, какие-то новые идеи на новые творения. То есть она не хочет, чтобы вы закрывались в отшельнике. С другой стороны, отшельник нам говорит о рождении каких-то уникальных идей внутри самого себя через осознание, понимание. То есть вот ваша душа хочет, чтобы вы разродились. Обычно у нас императрица отвечает за рождение идей, но здесь идеи не идущие из головы, здесь идеи, идущие через инсайт, через какие-то озарения, через, знаете, как результат какого-то анализа. И вот в конечном итоге мы приходим к состоянию эврика, да, то есть я нашел. Вот, и вот такого какого-то состояния здесь соединение жезлов и аркана звезды вот мне идет, да, вот какое-то творчество, что-то такое, интуиция, что-то, какая-то помощь высших сил, да, и вот именно огонек, огонь и свет. Вот мне идут две стихии, да, здесь огонь и свет. Они как-то соединяются, и идет какое-то новое рождение. Что за рождение здесь должно быть? Что хочет любое рождение, которое способствует вашему движению вперед? Куда? Куда конкретно? К тройке кубков, к празднику, к веселью, к легкости. Не знаю, то ли праздники на вас так действуют, грядущие, да, то ли я не знаю, что здесь желание, вот хочу полета души, хочу танца, хочу творчества, хочу активности, какой-то тусовки, вот что-то такое хочет ваша душа. Вот я сказала аркан звезды, вот я это аркан звезды и вытащила. Ну просто в поле он ощущается, знаете, как будто бы душа хочет творить. Хочет творить что-то такое прекрасное, красивое, искреннее, чистое. Заметьте, здесь нету чего-то такого материального, да, здесь очень много, я говорю, свет как состояние, не знаю, как эфир, как что-то такое божественное, но в этом нету ничего такого религиозного и нету духовного. Свет – это вот как состояние какого-то высвобождения, что ли, полета, открытых горизонтов,
наполненность, я не знаю, здесь какое-то такое видоизмененное состояние, когда присутствует какое-то волшебство. Напоминает, как, я не знаю, как лампочки на елке, да, они все разноцветные, они все горят, да, особенно если это не домашняя елка, а где-нибудь там на улице, и эти все огоньки, это все горит, это все какие-то вспышки, и вот как-то так сейчас работает ваш мозг, и душа, сонастраиваясь с ним, указывает на то, что хочется каких-то вот таких вот вспышек, инсайтов, да, которые замотивируют человека на творчество, на рождение чего-то нового. Вот что-то такое хочет сейчас ваша душа. Опять же таки, да, мы понимаем, что я всегда говорю метафорически, вот, но ваша душа понимает, о чем здесь идет речь. Дерзайте, дайте это своей душе.